Всем доброго времени суток. Вы снова на канале Честный Трейдер. Сегодня разбираемся в том, как выбор таймфрейма влияет на результат нашей торговли. Для этого мы проведем тест одной и той же стратегии на 5-минутном и часовом таймфрейме. Для сравнения таймфреймов мы будем использовать популярную стратегию, которая включает три индикатора Stochastic, RSI и MACD. Эту стратегию мы тестировали на нашем канале на 5-минутном таймфрейме. Ссылка на тест будет в описании. При тесте данной стратегии мы получили довольно слабые результаты. Вин-рейт составил всего лишь 55%. В этой стратегии используются три очень устаревших индикатора со стандартными установками. Это Stochastic, индикатор RSI, в нем нам интересна только линия 50, и индикатор MACD. Напомним условия использования данной стратегии. Для того, чтобы открыть сделку на продажу, необходимо, чтобы Stochastic выходил из зоны перекупленности, индикатор RSI находился ниже линии 50, и линия MACD пересекала сигнальную линию сверху вниз, либо не находилась ниже нее. Здесь эти условия соблюдены, открываем сделку на продажу. Стоп-лосс за последнее колебание цены, отношение прибыли к убыткам как 3 к 2. Здесь мы видим, что сделка закрывается с прибылью. Аналогично для открытия сделки на покупку необходимо, чтобы Stochastic выходил из зоны перепроданности, индикатор RSI находился выше линии 50 и линия MACD пересекала сигнальную линию снизу вверх. Очень важно в данной стратегии то, что, получив подтверждение от индикатора RSI и MACD, мы не входим в сделку, если Stochastic снова находится в зоне перепроданности либо в зоне перекупленности. Если это не соблюдать, то мы получаем примерно такие результаты, и такое бывает очень часто. Для теста часового таймфрейма мы будем использовать ту же самую валюту AP-USDT. Перед просмотром, пожалуйста, подпишитесь на наш канал, чтобы не пропустить полезные тесты.
Итак, совершив 100 сделок, на которые мы потратили 1 год 37 дней, винрейт у нас составил 63%. Для наглядности теста мы входили в сделки на всю сумму нашего депозита, поэтому прирост капитала составил 1000%. Мы категорически не рекомендуем рисковать и входить в сделки на всю сумму вашего депозита. Сравнивая тесты 5-минутного и часового таймфрейма, мы видим прежде всего, что рост капитала в часовом таймфрейме был намного равномернее. Винрейт составил 63% против 55% в 5-минутном таймфрейме. Так как колебания цены в часовом таймфрейме намного выше, то и прибыль мы получали намного выше. Поэтому рост капитала составил у нас больше 1000% в часовом таймфрейме и всего лишь 26% в 5-минутном таймфрейме. Но на 100 сделок в часовом таймфрейме мы потратили больше года и всего лишь 36 дней в 5-минутном таймфрейме. Тест подтверждает, что на более старших таймфреймах мы можем получить более стабильные и более прибыльные результаты торговли, чем на младших таймфреймах. Подписывайтесь на наш канал, на нем становится все больше и больше интересного и полезного материала.